Всех приветствую на канале. В данном уроке покажу, как вязать красивый ажурный мотив крючком. Идеально подойдет для вязания красивого палантина. Также можно вязать скатерть на стол, все что угодно, в принципе. Вязать буду из пряжи Ярнард Бегония. Это стопроцентный хлопок. И крючком номер 2,5. Итак, приступаем. Итак, набираем 5 воздушных петель, либо можете сделать скользящее кольцо, как угодно, но в принципе, наверное, вам удобнее будет просто 5 воздушных петелек набрать. 2, 3, 4, 5. Замыкаем кольцо соединительной петлей. Далее набираем 3 воздушные петли вместо первого столбика с одним накидом. И провязываем в кольцо еще 11 столбиков с накидом. То есть вместе с 3 воздушными петлями всего должно у нас получиться 12 столбиков с одним накидом. Так, я провязываю 12 столбик. То есть вот эти 3 воздушные петли — это наш первый столбик. Всего 12. Раз, два, три. В третью воздушную петлю соединительной петлей мы замыкаем круг. Провязали первый ряд. Набираем 5 воздушных петель. 3 вместо первого столбика с накидом. И далее 2 воздушные петли. То есть всего 5. И под каждую петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Две воздушные петли и под следующую петлю столбик с одним накидом. И так чередуем весь второй ряд. Чередуем 2 воздушные петли и столбик с одним накидом. Всего у вас должно получиться 12 столбиков, включая вот эти вот 3 воздушные петли. Вот это первый. И между ними 2 воздушные петли. Так, довязываем второй ряд. Я провязала 12 столбик, 2 воздушные петли. Раз, два, три. В третью соединительной петлей. Вот у нас второй ряд провязан. Соединительной петлей идем в арку и набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Делаем 2 накида и спускаемся в эту же арку. Набираем 1, 2, 3 воздушные петли и вот таким вот образом провязываем. В эту большую арку мы провязываем 11 столбиков с одним накидом, включая вот этот первый 3 воздушные петли. Сейчас у нас 3 столбика, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Смотрите, идем в следующую арку, провязываем столбик без накида. Вот такие у нас лепестки. Потом с этой арки, куда провязали столбик, мы набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, делаем столбик с 2 накидами, спускаемся в эту же арку и провязываем точно так же. Сначала 3 воздушные петли, потом сюда же еще 10 столбиков с одним накидом. То есть всего вместе с 3 воздушными петельками должно быть 11 столбиков. Так, 1, 2, 3, 4, 5 у меня. 6, 7,
8, 9, 10, 11. Да, и закрепляем столбиком без накида в следующую арку. Все, вот таких два элемента у нас получилось. Всего их должно быть 12. Таким же образом вяжем по кругу. И как закрыть ряд и перейти на новый, я вам покажу. Итак, у меня пока 11 лепестков. Смотрите, где закончился 11. И в этом месте так, набираем последний лепесток. 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 2 накида в эту же арку. 3 воздушные петли. Плюс 10 столбиков с одним накидом. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и плюс первый, да? Всего 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Смотрите, как закрываем этот ряд. Соединительной петлей вместо начала вязания, да, разворачиваем на изнаночную сторону. Ну вот как выглядит у нас лицевая, то есть 12 вот таких лепестков. Разворачиваем наше вязание на изнаночную. И сейчас соединительными петельками нам надо подняться в вершину. К вершинке этого лепестка, да, заводим в первую петлю и так далее. Четыре, 5, 7, 8, 9, 10 и в 11 вот сюда, в самую вершинку. Все, 11 соединительных петель, разворачиваем вязание и начинаем вязать новый ряд. Набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, идем 1, 2 во вторую и провязываем столбик без накида. Так, набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Идем, смотрите, вот первый столбик состоял из 3 воздушных, идем в третью воздушную петлю. Так, вот ее захватим. Провязали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 во вторую тоже провязываем столбик без накида. Снова 2, 3, 4, 5 воздушных петель, идем в третью, провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 во вторую. Таким образом вяжем весь этот ряд. Вот так вот соединяется такая арка по 5 воздушных петель и вершина вот такая. Итак, закрываем этот ряд. Смотрите, начинали вязать отсюда. И сюда же соединительной петлей закрыли ряд. Вот так выглядит наш цветок сейчас. Мы идем в эту арку соединительной петлей и сразу же с первой арки будем уже с цветочков формировать мотив. То есть мы набираем 3 воздушные петли, сразу же провязываем угол в эту первую арку. Сюда еще, кроме 3 воздушных, еще 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. И сюда же в арку еще 3 столбика с одним накидом. Так как у нас 12 лепестков, то
чтобы сформировать 4 угла, в каждом четвертом будем мы делать угол, да, вот в первом, потом второй, третий, четвертый, вот в этом следующий. А между ними у нас все время будут идти арки из 5 воздушных петель, и вот так вот мы их соединяем столбиком без накида. Раз, два, три, четыре, 5. Следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Снова столбик без накида. И так, пока не дойдем до вот этой вершины, то есть до 4-го лепестка. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, 4, 5. Так, ну что, доходим до раз, два, 4-го лепестка. Делаем 5 воздушных петелек. 3, 4, 5. И вот здесь формируем снова угол. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, плюс 3 столбика с одним накидом в одну арку. Вот. Далее мы снова будем делать цепочки из 5 воздушных петель и провязывать арки, пока не дойдем снова. Вот считаем это 1, 2, 3, 4. Вот в эту вершину. И так далее. Снова 1, 2, 3, 4. Вот здесь формируем. И первый у нас уже сформирован. Итак, смотрите, сформировала 3-й угол уже. То есть между углом у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 арок из воздушных петель, которые цепляются вот в каждую из этих арок. Да, то есть 1, 2, 3, 4, 4-й лепесток. Следующий вот здесь угол. И самый первый вот он у нас есть. Итак, довязываем этот ряд. Смотрите, как закрываем. Идем в 3-ю воздушную петлю соединительной и двигаемся вот в эту арку, чтобы снова делать угол. То есть вот так, захватывая петлю соединительными петельками, заходим в арку соединительной петлей и провязываем снова угол таким же образом. То есть вязать вот эту вот ажурную часть можно несколько рядов. Принцип все время такой же. То есть мы все время провязываем 4 угла вот таким вот образом, а арки мы делаем по 5 воздушных петель. Вот. И захватываем теперь каждую арку. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. И в каждую арку мы провязываем столбик без накида. Я сделаю всего 3 ажурных ряда таких, но опять же говорю, если хотите делать больше такой мотив, то делайте там 4, 5. Суть ажурных рядов: вы все время провязываете цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И фиксируете ее в каждой арке. Итак, сейчас довяжу до этого угла и скажу, сколько в этом ряду у меня будет воздушных арок. Расстояние уже от угла до следующего угла у нас составляет 7 арок, то есть с каждым рядом оно будет увеличиваться. В первом ряду с арками было 6, в этом 7. Опять же, я говорю, я буду 3 ряда таких делать. Вы же можете, чтобы ваш мотив был более ажурным, делать 4, 5 рядов и так далее. Суть проста. Там, где угол вязали, мы провязываем точно так же угол. Далее делаем цепочку из 5 воздушных петель и провязываем как арку в каждом ряду. Сейчас я этот ряд довяжу. И я говорю, 3-й у меня будет последним. Мы просто там в уголках немножко поменяем. Я вам покажу, как делается, и покажу, как присоединять такие же мотивы в процессе вязания.
Итак, я довязываю второй ажурный ряд. Вот ажурные ряды начинались, когда мы уже формировали уголки. Заканчиваю каждый ряд таким вот образом, провязывая снова цепочку из 5 воздушных петель в третью воздушную. И соединительной петлей мы снова идем в серединку, чтобы формировать новый ряд. У меня ажурный это будет последний. Я вам говорю, чем больше вы хотите ажурности и больше размер вашего мотива, тем больше таких ажурных рядов свяжите. И так как у меня он последний, то уголок я здесь делаю немножко больше. Не 2 воздушные петли, а сделаю 5. И еще сейчас покажу, как в процессе вязания мы присоединяем мотивы друг к дружке. 3, 4, 5. Провяжу вот эту сторону. Все остальное вяжется точно так же. Это когда вы вяжете последний ажурный ряд. У меня их 3 ажурных, у вас может быть больше. В зависимости от того, какой размер хотите получить. 2, 3, 4, 5. А каждая сторона потом вяжется точно так же. Снова делаем вот такие воздушные арки. Так, я довязываю эту сторону и сейчас покажу, как в процессе вязания присоединять каждый мотив. Уголки, напоминаю, мы делаем по 5 воздушных петель. Вот, смотрите, подошла я ко второму уголку и здесь набираю 2 воздушные петли, так как буду присоединять другой мотив. И иду, вот этот у меня уже разглаженный, иду в вершину, присоединяем и провязываем еще 2 воздушные петли. Делаем угол. Далее. Раз, два, 2 воздушные петли. И идем в серединку следующей арки. Провязали вот так вот 3-ю, 4-я, 5-я. Присоединили. Снова 2 воздушные петли. Идем в следующую арку. Соединили. И снова 2 воздушные петли. И так присоединяем мы к полотну. Да, то есть мотив к мотиву. Так удобнее, чем потом сшивать. Причем здесь получается точечно сшивать. Вот таким образом эти мотивы соединяются. Я соединять полностью не буду, я вам принцип показала. И вот здесь вот в вершинке мы тоже соединяем. Сделаем 2 воздушные петли и соединим. И получится у нас 2 таких больших мотива. Как присоединять я вам показала. Как закрывать ряд мы вот так вот провязали этот ряд соединительной петлей, воздушная, все, и ниточку обрезаем. В итоге у нас получаются вот такие, вот это у меня уже разглаженный вариант. Как присоединять один к одному я вам показала в процессе вязания в каждую арку и вершинки. Да? У меня здесь 3 ажурных ряда, можно сделать 4-й, 5-й, будет более такой ажурный мотив. У меня размер получился 13,5 на 13,5. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока и всего самого наилучшего.